9 мая 25 года исполняется ровно 2 года с того момента, как я прошел интервью в полиции, национальной полиции, на соискание статуса беженца в Испании. Ну и с момента того, как я подался на беженство, прошло еще больше времени. Кто бы мне рассказал 9 мая, что со мной будет в дальнейшем, 2 года назад, я бы не поверил ему, потому что мне казалось, что 9 мая все самое плохое со мной закончилось. Кстати, 9 же мая исполнится 2 года, как мой отец умер от быстротекущего рака. Так что не стоит загадывать, что будет в дальнейшем. Понятия не имеем, что будет в дальнейшем, какие планы у Бога до нас. Я, например, не мог предположить, что я перееду из Каталонии. Не мог предположить, куда я перееду из Каталонии. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мне все-таки хочется думать, что черная полоса моей жизни осталась в прошлом, 2 года назад. И вот-вот мне наконец-таки присвоят статус беженства. Я перестану быть в подвешенном состоянии. Мне наконец-таки удастся поменять свою красную бумажку на нормальный документ, который не будет пугать испанцев. Основная ведь проблема в чем? В том, что когда у вас тархета роха, статус просителя убежища, да, там написано, ты имеешь право работать в Испании. Но основная проблема, или вернее одна из проблем, не только в том, что работу сложно в Испании найти. Нужно знание испанского языка на приличном уровне. Но испанское образование, испанский опыт. Ну и считайте, начинаете трудовую деятельность с нуля. Но самое важное, самая большая проблема в Испании — это жилье. Аренда жилья. Во-первых, одному арендовать жилье очень накладно. Потому что, в принципе, аренда больше, чем студии. То есть чего-то, допустим, хотя бы с отдельной спальней. Вот аренда такой недвижимости предполагает, что у вас семья, то есть 2 человека минимум. Второе, когда ты арендуешь, тебя просят показать документы. Ты показываешь тархету роха, и за счет ее цвета, за счет того, что это статус, там написано просителя убежища, но не беженец, это очень сильно пугает испанцев. Они буквально видят, что у тебя на лбу написано потенциальный неплательщик. Когда будет принято решение, по мне, я смогу наконец-таки получить такой же, как у всех высококлассных специалистов, стартаперов, документ, который называется ТИЕ, то есть карточка типа водительского удостоверения. И там не будет такой явной сегрегации от остальных, что я не такой, как все, что я проситель убежища. Вот это одна из самых больших проблем, которые есть сейчас у меня в моем текущем статусе. Ну и плюс, может быть, не самая большая, но тоже неприятная вещь: я не могу покидать Испанию своими текущими документами. А хотелось бы все-таки пользоваться тем, что ты живешь в Европе, и выехать хотя бы в соседнюю Португалию или Францию. Вот такая вот ситуация. Ну что ж, будем ждать и надеяться. 2 года я прождал. Обычно после 2 лет ожидания начинаются какие-то подвижки в личном деле, в его рассмотрении. Ну давайте, всем пока. Подписывайтесь.